Всем привет! Сегодня у нас пятая серия по самодельному электродвигателю. В основном это обычный бесколлекторный двигатель с постоянными магнитами на роторе. Но есть одна особенность, это статор, который выполнен из смеси эпоксидки с железным порошком. Двигатель уже работает, крутится, но нужно еще немножко его доделать. А именно сделать вал и торцевое уплотнение, чтобы двигатель можно было пускать под воду. И еще я решил переделать ротор, потому что магниты на нем толщиной 1,75 мм, то есть меньше 2 мм. И мне кажется, это маловато. Так как у меня в наличии еще есть такие магниты, я решил просто склеить их вдвойне. Будет магниты в 2 раза толще. Правда, есть одна проблема. Вал у меня сделан из трубки, и вторые магниты нужно заглубить под первые, а металла там уже особо не остается. Но для начала, для интереса, я попробовал просто разместить магниты внутри труб. Один напротив других. Может будет какое-то усиление. И, конечно, никакого усиления не последовало. И не происходит вообще никакого усиления магнитного потока. Так что ротор будем делать заново. Под магниты на трубе нужно сделать широкую канавку. Поэтому я использую канавочный резец, а так как стенка должна остаться очень тоненькая, то я врезаюсь возле патрона и точу слева направо. Поставил по 2 магнита с каждой стороны, диаметр получается больше чем 31 мм, а в статоре у меня размер 31 мм, то есть нужно еще проточить. Дальше я точить побоялся, потому что толщина стенки осталась полмиллиметра. У меня на крыше профнастил толщиной полмиллиметра. Теперь осталось место под второй подшипник и можно отрезать. Новый ротор будет короче предыдущего, и еще здесь есть внутренняя проточка, так как вал будет двухсоставной. Видно, что вал даже не выходит за габариты корпуса. Пока что ротор входит в статор, но он там вращаться уже не будет, слишком маленький зазор. Магниты я сначала склеил между собой по 2, потом напечатал на 3D принтере дистанционные колечки и все это залил суперклеем. А для того, чтобы это все не разлетелось на высоких оборотах, просто обмотал его стекловолокном и пропитал эпоксидкой. Толщина такого бандажа получилась 0,1 мм. Теперь нужно изготовить вторую часть вала и переделать верхнюю крышку. Заготовки под эти детали я буду делать методом литья по выплавляемым моделям. Для этого напечатал на 3D принтере 2 детали с запасом на обработку. Лить буду смесь с песка с жидким стеклом. Чтобы не замешивать лишней смеси, я сразу в эти банки насыпал песка, и получается столько, сколько мне нужно, но еще с небольшим запасом. Потом по весам уже добавлю жидкого стекла, сколько нужно. Сначала добавил 10% жидкого стекла, но мне показалось это маловато. В итоге формовочная смесь получилась на 10 частей песка, 2 части жидкого стекла. Теперь этот пластик нужно выплавить, но одна деталь у меня сформована в обрезке пластиковой бутылки, поэтому поставить ее в печку не получится. Я ее просто выжег, а вторую деталь уже нормально вставил в печку. Но, кстати, полностью пластик у меня не вытек. Пришлось еще ставить печку на 500 градусов, чтобы он полностью выгорел. В магазине, где продается всякая мелочевка, купил самое дешевое плоскогубцы. Качество изготовления у них плохое, но они мне нужны просто, чтобы сделать щипцы для удержания тигля. Я думаю, каждый, кто пробовал заливать воду в какую-нибудь узенькую трубку маленького диаметра, сталкивался с тем, что
навстречу жидкости идет воздух, потому что деваться ему некуда. Но у меня будет не вода, а расплавленный алюминий. Поэтому, чтобы такого не было, я сделал сбоку маленькую дырочку для выхода воздуха. Форму для литья я не нагревал и думал, что алюминий через эту маленькую дырочку не вытечет, а по пути где-то затвердеет. Но из-за того, что я хорошо прогрел алюминий до 800 градусов, первая порция у меня прям вылетела через эту дырочку. Такое вот у меня первое литье алюминия, ну, на 3 с минусом. Как раз для такого типа заготовок я в прошлом видео и делал эти диски, и они отлично справляются. Фрезеровать буду своей самодельной фрезой на 2 зуба, 2 пластинки по алюминию, диаметр 17 мм. Фрезеровал я вручную, пробовал на разную глубину и могу сказать, что такая фреза спокойно срезает 2 мм за проход в глубину. Небольшие поры все-таки есть, но их в принципе не так и много. В алюминий при плавке я ничего не добавлял. В общем, надо будет еще поэкспериментировать. Кстати, я поначалу никак не мог заглубиться в деталь. Алюминий забивал канавки в фрезе и все. Но потом просто сходил на кухню и взял подсолнечное масло. Немного капнул под фрезу и все получилось. Причем смазывать фрезу нужно только в начале. Потом она уже нормально работает. С одной стороны деталь обработана, хотя я заливал деталь с запасом по 2 мм, все равно видно, что немножко не хватило металла. Там буквально 1/10. Именно из-за этого колечка мне пришлось переделывать переднюю крышку двигателя. Это неподвижная часть торцевого уплотнения, там резиночка и керамическое кольцо. Такая новая крышка получилась, с одной стороны подшипник, с другой часть уплотнения. А вот подвижная часть уплотнения. Это торцевое уплотнение от какого-то насоса, но рассчитано на вал диаметром 12 мм. На подвижной части уплотнения есть пружинка. Эта пружинка прижимает одно кольцо к другому. И таким образом там получается минимальный зазор, через который вода не проходит.
Чтобы пружинке было куда упираться, нужно сделать канавку под стопорное кольцо. Осталось только сделать проточки под установку винта и нарезать резьбу. При нарезании резьбы я допустил ошибку. Резьба у меня должна была М10, но я взял шаг 1 мм. Такая резьба есть, но она не стандартная. Поэтому я просто переточил все под резьбу М8. Вот такой у меня получился составной вал. Так как момент у двигателя небольшой, эти две половинки я просто склеил. Теперь нужно проточить статор, так как новый ротор в него не влезает. Здесь у меня тоже не все гладко получилось. В итоге, если раньше зазор между ротором и статором был примерно 0,3 мм, то теперь он увеличился до 0,5 мм. Пускается двигатель также легко, но холостые обороты у него увеличились. Сейчас они составляют 3400 на 12 вольтах, а раньше были 300. То есть получается, все мои доработки сделали двигатель хуже на 10%. Мощность у него осталась та же, потому что она зависит от внутреннего сопротивления обмоток, а обмотки я не перематывал. А вот крутящий момент у него уменьшился на 10%. Почему так получилось, можете написать мне в комментариях. Я же пока ничего про это не буду говорить, а расскажу об этом в следующем видео. Я уже даже замерил крутящий момент и покрутил двигатель на разных напряжениях. Просто хочу рассказать о своих выводах, а выводов я сделал много. Так что ждем следующего ролика. Всем пока.